Так, всех привет. Все, замечательно, мой голос есть. Ну что, продолжаем мы эту игрушку играть. Я надеюсь, она захвачена, да, захватилась. Просто все замечательно. Насколько мне хватит, не знаю. Тоже после работы, но понедельник зря я запустил на самом деле стрим. По ощущению, я слишком был убитый. Ну что, загрузить? Я хочу вот это вот. Залог здоровья. Жребий брошен. Я хочу с этого начать загрузки. Надо пиво будет попробовать достать его. Не знаю, получится, не получится мне тут пиво достать. Много у нас делов надо поделать здесь. И компанию уже потихонечку проходить. И все остальное. Будет мне тут интересно, что ну, дополнение оно работает. Это собаки есть. Собачка, которая наконец она нас научилась атаковать чужие. Можно сказать. Так, с тобой что надо? Я проиграл, да? И нет. С тобой мне пообщаться, да? I could do with a good soak too. Then strip off and hop in here. All right, why not? Put your clothes in the trunk. Ну, залезть. Shift over. I don't want to tread on anything vital. All right, give me a moment and I'll roll it up again. That feels good. Is there a reason you're dressed for the occasion? You're not a maid under all those clothes, are you? Lord Almighty, this is a bathhouse, not a laundry. You certainly know how to have a good time. Here, drink. It's not terribly high quality, but it should do the job. I don't mind if I do. Give me that. That's the spirit. So this is how you recuperate from your injuries? Booze and wenches? Of course. Is there any other way? So, what news, Henry? Never mind about me. What about you? Have you recovered from our hunting adventure? I'm well enough, Henry. These baths are just the thing, and Zdena here is very healing. You'll keep an eye on things here, won't you? Clara, bring some wine for the gents before they get cross. All right, Stena, coming up. You know what, Henry? We really can't drink this local piss. Oh, really, sir? Such mean words from a noble gent. Clara, my most favouriteest bathmaid. But admit it, my dear, the wine you have here is pitiful. What's wrong with the bathhouse wine? I'd rather drink the bath water. You should go and get something better. Though where? Ah! I know! In the cellars under the rat house, there's some excellent wine that Sir Hannah bought for us. And you want me to go there and get it now? I'd be indebted to you. And a grateful nobleman is the best ally you can have. Сразу скажем, All right хорошо. then. What kind of wine is it? A Sylvan Red. In the cellar under the rat house. It's the last barrel at the end on the right-hand side. Get a picture somewhere and take it with you. All right then, I'll bring it. Good man. Окей. Это что, не мое, что ли? Опыт не мое. Ну, окей. Так. Игрок. Сумка, оружие. А может я так скрытно попробую, а? Так, мне это все надо, мне это не надо ничего. Найди, так. Окей, погнали.
Сейчас вернусь, подожди. Хорошо босиком, да, ходить? Дорога, горожанин. А где собачка-то моя, не понимаю. А вот и собачка, все замечательно. Все со мной? Офигенно просто. Чего? Жена беременна. Walk around in the dark, you have to have a light. It's the law. Нищий Ян. Это точно не ты. Хочу, как будто здесь это дверь какая-то. А как в подвал спуститься? Подожди, не лай. Зачем где призвал, не знаю я. Я вообще ничего не вижу, блин. Hey, where's your torch? You can't walk around here in the dark without a light. Это портной вообще. И как мне тут подвал? Я вот не понимаю. Well, I never. Здорово, дай мне пройти-то. Да дай мне выйти-то отсюда нафиг, а? Походу, я не выполнил задание. Даже замки не умею скрывать. О, взлом повышен. Так. Журнал задания. Так, не обязательно, не обязательно, не обязательно. Так, найдитесь. Я отправляюсь в купальню, чтобы мыть встретиться. Так, понятно. Если я попаду в ратушу через дверь над лестницей, то мне будет сложно незаметно пробраться в подвал вниз. Вот она. Вот она, это замок слишком сложный. Не? Я в рад это сделаю. Ой, я сложно могу уже открывать, даже секундочку. Ага. Так. Игрок. Навыки.
Так, скрытие замков. О, появилось что-то. Так, что это мне умерить дает? Так, после успешного взлома замка ваша сумма с вероятностью 20% вернется сломанная отмычка. А, понятно. Ваша отмычка станет прочнее и не ломается вдвойне дольше. Вот это прокачивай пока. Ну, я очень слабо прокачанный. Ваню. Мне нужно под лестницу, но я под лестницу не попадаю. Тут нет заданий написано. Вот ты там должен быть мастером всего. И всякой фигни. А я не прокачанный в этом случае. Я откуда знаю, прокачка у меня есть или нет прокачки в этом. Вот журнал. Вот она. Если я попаду... Так, проще всего попасть в ратушу через черный вход. На первом этаже есть дверь, ведущая на кухню. А под лестницей находится вход в подвал. Проще всего попасть в ратушу через черный вход. На первом этаже есть дверь, ведущая на кухню. А под лестницей находится вход в подвал. Даже... А где тут кухня? Через черный ход. Это, скорее всего, вот здесь. Это алхимическая, вот это есть кухня, да? Или нет? Вот это кухня? Ну, я вот это взломать не могу. Не, вот это просто алхимия какая-то здесь. Не-не-не. Нет, это не подходит. Это, значит, не подходит. Значит, мне надо на кухню. А кухня, скорее всего, здесь. А если здесь попробую я? Вот тут есть еще какая-то дверь. Даже под лестницей. Тут ничего такого нету. Да ёб твою мать. Вряд ли я выполню задание-то. Вот у нас второй этаж. Очень сложно. Не, я фиг добуду. Не, баню, значит. Значит, баню. Это задание я не выполню. Но я все-таки пойду спать. Спуститься в подвал я никак не смогу. А у меня нету навыка скрытия. Что за новое задание какое-то здесь? Выход задания появился. Ну ладно. Это не важно. Так, что хотел я еще? Если это я не выполню, так и не выполню. Жалко очень, но это не обязательно выполнять. Тут что у нас? Получил украшение венец. Вот это надо выполнить. Убран очень хочет прикоснуться к мощам святого Прокопия. И я предложил ему помочь. Возможно, мне удастся бы достать какой-нибудь настоящий реликвию. Или я мог бы раздобыть кость где-нибудь еще. Ведь она кость похожа на любую другую. В конце концов, как Убран догадался. Это где вообще? Это где вообще? Это где вообще? Так, карта. Это чё? Ёб твою мать.
Да, хорошее задание. Это опять здесь. Еще 4 ман. Дух я до сих пор не понял, что тут достать книгу какую-то надо. А подожди-ка. А мы там были, это сарай. Это сарай, это мы сюда пришли. Это сарай. А, это ему что и надо книгу достать? Понятно. Так, секрет стали. Тоже не понял нифига. Трудность перевода, вот можно ее замутить. Но можно и это как раз задать. Давайте за амулетом сходим, значит. Сюда же. А, ну сюда нам надо, да? Если мы сюда придем, значит можно... Руины. Шкуры 3. Но это уже рановато мне это делать, Дом Божий. Отправиться в монастырь, спросите несчастный случай. Вот это можно заняться. А вот это убрать пока. И вот это сделать. Да, вот это. И вот это. Все. Так, что у нас? Это нормально, все нормально. Давайте оденемся. Ну, короче, увы, ничего не смогу я сделать. У меня нет этих сапоги, блин. Все. Пойдем, значит, мы поспим. Поспим. Поспим до утра. Поедим что-нибудь. Секундочку. Открытыми будем спать. Что за занятие какое-то есть? Я не понимаю. Задание какое-то, занятие какое-то есть. Так. Вот самый раз 4 часа поспим, чтобы у меня было энергии 100%. Может, как-нибудь вернемся в эту игру в втором сезоне и будем уже выполнять более тщательно, а может нет. Не знаю, знак вопроса, но самое главное, главное сейчас пройти в первую очередь. Один раз хотя бы по кругу. Так, я сохранилась, замечательно. Так. Понятно. Еды у нас нету, да? Так, что у нас с питомцами? Песик. Послушание 100% замечательно, значит кормить не надо. Блин, мне скоро еда закончится. Ну, вообще-то можно и там купить, я думаю, да? Если что. И сюда, и сюда. Ну, давайте монастырь сюда. Прогуляемся. А там как раз еды купим. В городе потом зайдем. Препятствия. Разведать. Неудача. Найдите
Сильванский красное вино. Раздобудьте кувшин. Я не выполню это. И что это? Ай, ты кутё! Ёб твою мать! Откуда вы тут взялись-то, бля? Что ты хочешь-то? Ide mindent! Elő a pénzt! Я не знаю ни одного слова. Так. Я друг. А в чё боевка такая, бля? Ладно, давай сделаем так. See these clothes, goat fucker? Touch one hair on my head, and you'll have a whole company of soldiers chasing you back to the shithole you came from. Бля, нихуя ты Nem даешь túl nagy успех. falat ez nekünk? Egyáltalán nem fél, és gazdagnak tűnik. Fiúk, lelépünk. Most megkapod! Они теперь ходят здесь. Да я хуй завалю их пятерых, вы чё? Это просто нереально. Это просто нереально. Нет, это слишком... Давайте сюда переместимся, а потом туда сходим. Потому что мне пожрать надо. Купить и собачку накормить. Короче, надо взламывать все, что возможно взломать в данный момент. Вот столько времени уже. Понятно, замечательно. Так, надо что-то похабать. Что у тебя есть? Здорово. Ladies and gentlemen, Господин угодники, что случилось с твоей одеждой? Если тебя ограбили, то... poor or rich, Какой одежды, блядь? А что, у меня деньги? Нет, деньги есть. Так. Так, 5 штучек берем. И... Ну, давай тебе еще возьмем 2 штучки. Так, корзина. Торговаться. I'd like to discuss the price. Well, we can try it. Давай я за 42. Since it's you. Well, a little more and we'll call it a deal. Ну, давай за 43, а? My last offer. magical elixirs and amulets, That's not enough. miraculous ointments, and remarkable remedies. Ладно, на 45 соглашаюсь. I'll go for that. Так, окей, похапать. Пища, 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 пища. Так, съесть. Съесть. Нифига себе, тут поворот событий. Так, собачка, ты где? Ко мне. To me. To me. No luck at dice? Rabbit paws of Еда. all I've got for you. shapes and sizes. You'll love this. На тебе, ешь. Salam. Че такой перегружен-то, ёб твою мать, а? Нафиг мне эти цветы какие-то, блядь.
Все, замечательно, No luck at погнали. dice? Rabbit paws of all colors, shapes, and sizes. Здорово, мужик. Ну, на лошади я еще и могу еще прыгать, скакать. Ну, сейчас, до момент, дойдем до туда и до туда дойдем. Посмотрим, что с этим квестом. А потом, скорее всего, может, пойдем уже по главному сюжету. Все-таки постепенно выполняю задание. Так вот я побежал, фиг знает куда, блин. Блин, тут заблудишься нафиг. Тут зато можно Подожди, тут купаться можно? Я сюда приходил? Искал купаться или нет? Ладно, неважно. Опа, она, блин. Тут можно по всем дорогам сажать. И все прям вырастет нафиг. Так, а что у нас по поводу прокачки вообще, игрок? Общий уровень 9 уже. Хорошо, сила 8, замечательно, ловкость 7. Живучесть. Красноречие больше всех у меня прокачано. Боевка. Топором я еще ничего не делал. И звук хотя бы уже имею. 4 уровень. Ведение боя лучше. Защита вообще замечательно. Может рукопашки сделать, а? Ужицы. Что-то меня вообще не любит нифига. Тут тоже не любит меня. Ну, скалится, фиг с ним. Общая статистика. Общее время игры 1 день 4 часа. Нифига себе, время игры игрового лимита. Провел время в игре 30 дней уже. Нифига, месяц уже прошел. Нифига себе. Получено 5000 грошей. Наиболее сумму в руках. Это которая сейчас почти у меня была. Использование повязок 2. Съел пищу 93. Съел мясо. Съел фруктов, яблоко. Овощей вообще ничего не съел. Выпил напитков. Покрыл переходы всего. Проехал верхом. Прошел пешком всего. Пробежал. Проспал 6 дней. Это игровое время получается, да? Нифига, 6... Объелся. Был истощен 6 часов. Был отравлен 0 минут. Ладно, как-нибудь потом посмотрим, когда все пройдем. Сейчас у нас задание. Так, что у нас вообще мешает мне, а? Ай, даже не знаю. Надеюсь, поскорее это прокачался уровень обычный и дали мне побольше носить. Опять я сюда возвращаюсь. Сколько я там мучился с этими, если не собака сейчас. Ну, вообще-то сейчас я чутка побольше прокачался. Уже смотрю, что не все мечи я могу таскать. Точнее, взял себе тот раз меч, который у меня по уровню не подходит вообще.
А могу забрать у вас эту фигню? Не. Натоптать могу чутка, а вот забрать не смогу. Здравствуйте. Там даже журнал. Так, нет тут его уже. Этого задания. Ты, да? Ты. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. What about the crown? Is it finished? I'm a man of my word. Of course it's finished. Here you have it. Thank the Lord you found that Moldavite. It wouldn't be the same without it. Good luck to you. Все, задание выполнено, замечательно. Пойдемте спросим, что здесь по поводу каких-то там кирпичей и все остальное. Некачественный, можно так сказать. Это не монастырь, какой-то замок, можно сказать. А ты мне нужен, что ли? Нифига себе. I've been sent here from Talmberg. I'm to speak with the one responsible for construction. That'd be the master builder. Or with our brother, the overseer. What matter is it you're here about? It has to do with the stone for construction. Ah, then that's a matter of supply. You'll want to talk to the overseer. He knows more about that sort of thing. His study's right above us, more or less. Go up the steps to the left and then head back in this direction, almost the whole way. Это еще рано вопрос. И куда мне надо? Сюда, что ли? По лестнице вверх? Ну, давайте сходим. Это и I'm есть, да? honored that a knight such as you takes an interest in me. I've come in the name of Sir Divish. I'd like to have a look around the spot where the accident happened. And why is Sir Divish interested in that regrettable accident? He'd like to know what role the masonry had in it, or at least its quality. I guess it played a crucial role. But I don't intend to stand in the way of your investigation. I've already made sure the poor man was well taken care of, and that's enough for me. Thank you. I appreciate it. Who's in charge of purchasing materials for the construction? Mainly it's me. I pay the fees and make arrangements for delivery. But those in charge of the actual building take care of the rest. I'm not knowledgeable when it comes to the quality of stone. They had the red stone delivered from a long way off. They take care of storage as well? Yes, but usually whatever arrives is used up straight away. The construction is in full progress. Do you remember when they brought the last delivery of stone? Yes. It rained a lot that week, so they let the carriage sit right outside of the gate on the other side of the wall. It took some time before it was dry enough for further transport. And there wasn't anything strange about it? A little strange, I suppose. Usually they bring us a large block of stone, which the builders cut to size. But this time it was a number of smaller pieces. No one complained. They probably saw it as less work. I heard that you were late with your payment to the Talmberg quarry. That's true. We ourselves had late payments, and it took some time before we gathered enough money to pay. But that's happened in the past. Good luck to you. Так, игра сохранилась, и что я узнал по поводу всей этой ситуации? Так, поговорить с мастером в совете вместо... Ну, понятно. Окей, пойдем к нему сходим.
Так, мне еще хотелось бы посмотреть одну штуку-то. Не вот это вот. Все-таки сюда замечательно просто. А после нее сразу можно туда сходить. Да, я думаю, вот после главной сюжетки. Что тоже продвинемся. А он где находится? Здесь или нет? Я что не понимаю. Я? Здесь, да, находится он? Вот он. Нет. Ты, да? Походил ты, мастер. Jesus Christ be praised. The Overseer sent me. You're to show me the place where the accident happened. Like I've got time to spare to show you round. He should have done it himself. Why do you want to know, anyway? Because of the Talmberg stone. If they really are delivering poor quality material, then there should be consequences. I'd be interested in what kind. But I'm guessing the Overseer likes the idea of cheaper stone, right? And have you noticed anything else going on? Of course. It's a construction site. Things are always going wrong. The men are always complaining and the work isn't being done fast enough. So it's just like any other building work? Essentially, yes. Occasionally someone brings in bad wood or a man cuts off his thumb and blames it on a bad omen, and then there's all these rumors going round. I'd be interested to know what the men talk about. Who's been stealing, which men from the monastery go to visit women, how the work's going, normal things. It's only the talk about the curse that's not in the normal run of things. And then there's that devil's skull they dug up. Who's stealing? Could someone be stealing the stone? According to the rumors, everyone from the abbot and the custodian down to the lowest laborer. It's like with whores and dice. There's no protection against slander. And something gets lost here and there, that's true. But nobody stole any stone. There wouldn't be any left if every man here started helping himself, would there? You talked about the devil's skull. I did. They say it was found in the hole dug for the foundation of the scaffolding. They moved it so it would do its harm elsewhere. But I wasn't there to see it, so I don't know. And who might know more? Shouldn't you be investigating the stone? Leszek's in charge of the scaffolding, so ask him if you really have to know. He might tell you something. Понятно. Where's the scene of the accident? It didn't happen on the main site. It was at the outbuilding next to the church, right under the long stairs before the entrance door. Ask my assistant who's in charge there. You'll easily recognize him. He dresses up like he owns the place. May the Lord watch over you. Хорошо. И кто твой помощник? Этой фигней тут занимаются люди, блин. Ты что ли? Jesus Christ be praised. Did you see the accident that happened here? I didn't see it. I was down at the bottom and I heard something rumble and then screams. I ran up and helped to carry him out. Did you notice anything suspicious? When they left, there was a terrible stench. We were being punished for digging up that skull. Did you see the accident that happened here? I didn't see it. I was down at the bottom and I heard something rumble and then screams. Did you Это notice мы уже anything? общались на When эту they тему. left, may the Lord watch over you. Look out. Да, блядь, это не он.
Значит, ты. Good day to you. What do you need? I heard you found something. It's true. I dug it up during work. I then ran away with it and got rid of it so the others wouldn't see. But rumors spread anyway. And what was it that nobody was supposed to see? What do you think? A demon skull. And where is it now? What did you do with it? I was taking it down to the river to throw it in. Only I dropped it at the top of the slope and it rolled downhill. The devil alone knows where it ended up. I'll see if I can find it. Good luck to you. Нафиг он мне сдался? Подожди. Что-то вообще непонятно творится здесь. Так. А это то. Поищите подсказку вокруг. Это здесь, что ли, получается? Я это делаю не чтобы украсть. А чтобы прокачать. Так, окей. Значит, где-то здесь, да, находится? Блин, пугает меня уже смс-ками. Окей, замечательно. Осмотреться. This has to be the stone that hit him. I'll take a piece of it. Maybe someone will recognize it. Just as I thought. There aren't any remains here. Так, и что нам дальше делать здесь? Так. А, это я понял. Теперь надо это отнести сюда. Ну, тут недалековато. Нормально. Дойдем, ничего страшного. Теперь пойдем за черепом, да? Я что, забраться, что не могу здесь? Выпустите меня здесь. Ладно. Хорошо. Будем вокруг идти. Блин, взломал бы это я штуку. Но не могу. Вот это что это такое? Вот это видно, да, красиво будет. А, старин, но только мы до этого не доживем. Окей. Что я еще хотел? Так, это мне не надо. Навыки. Незаметность. Так, незаметность. После совершения преступления вы получаете одну единицу к стиле, живучести до тех пор, пока вас не поймают. Или вы не покинете место преступления. Во время дождя вас почти не слышно. Шум от ваших шагов снижает. Ух.
А какой у меня уровень стоит? А, 3. До 5 я еще успею. Давайте вот это прокачаем. Конечно, особо много не принесет нам это. Ну, пусть будет. Погнали. Череп посмотрим. А потом будем дальше путешествовать. Так, череп у нас находится дальше. Вы там пройти или нет, я не знаю. Давайте здесь пройдем. Ну, такой вход, конечно, из замка в замок хорошая штука, но не особо дарю его я. Сколько у нас вообще энергии? 76. Что-то еда очень много берет энергии. Я бы взял бы медика, но увидеть не могу. Так, собачка. Тут надо найти череп нам. Он находится где-то здесь. Это что за фигня? Самогон. Damn it, I wish I was able to swim. Вообще без понятия, где этот череп находится. А, он тут по всей, понятно. Он может сюда закатиться. Да, больше чувств, на самом деле, что он... Если он здесь был бы, он закатился бы... Сразу в воду бы. It looks genuine, but I'm not capable of judging. Так, все? Так, что у нас по заданию-то вообще? Здесь я все сделал. Тут интересное место. Здесь улей. Значит, куда мне надо? Сюда, что? Отнеси череп местный живодеру. Хорошо. Погнали. Так. Песик. Блин, извините, секундочку. Look what I've got for you.
You'll love this. Так, я снова здесь. Так, я пса, походу, прокачал. Замечательно. Игрок. Навыки пса. Пес у нас уже 7-й уровень. Очуметь просто. Карманный гараж вообще не знаю, как делать. Так, мне надо вот сюда. Принять. Погнали, я думаю, тут между этими городами никто ничего не сделает. Блин, мне еще туда надо, а потом сюда. Делов дофигища. Ну, сделали мы нормально, можно сказать. Работаем. Ой, да тут идти-то было недалеко. Так, мы здесь. Куда нам надо? Куда-то сюда. Вот сюда надо. What was that? You've no business. God be with you. I found this skull. People are saying it's the skull of a demon, but I don't know. It certainly looks like it, with the horns and all. Well, let's see. Those are deer antlers that someone's fixed to this human skull. It's not a devil, just a bit of devilry. I'm glad to hear it's not the real thing. Someone must have put it there deliberately, knowing that's where they were due to dig. And they put a lot of work into it, too. The horns are held on tight, even though it was lying in water. Whoever did this was skilled bugger, and no mistake. God be with you. Все, готово. Это задание выполнено. И что мне теперь? Спросите живодер и... Кого? Злобу. Не сам ли он положил туда череп? Понятно, погнали обратно. Или змову. Что за злому? Ты? Ты можешь что-нибудь сказать мне? Нет, не могу ничего сказать тебе. Вообще мне ты ничего не можешь сказать. Сюда надо пищу еще принести, надо на охоту сходить. Так, где-то здесь, да, я так понимаю? Каменщик, каменщик. На обед, что ли, идете, не пойму я. Ты что со мной говорить ты не хочешь?
You know the head they found near the scaffolding? What about it? Someone put it there on purpose. After they stuck horns on it to make it look sinister. What a ridiculous thing to do. Who's responsible? And where did he find the skull? I don't know, but I'll try to find out. Have you seen Leszek, the scaffolder? I saw him. What do you want with him? I want to talk to him about the head he dug up. Really? That's interesting. Why? He asked me to meet him on the scaffolding tonight, so he can tell me something important. Said he wanted to confess something. So he did have something to do with the skull. I knew it. Maybe. But I'd wager someone made him do it. He doesn't seem the type to come up with something like that on his own. I'm planning to go and meet him. Will you come with me? It will be safer with the two of us. I'll go. Very well. We'll meet at night. If I'm not down at the bottom, then look for me at the top. All right. Блин, какой ночь? Ладно, будем ночь ждать. Так, подожди. Журнал. Под мостом, какими мостами? Вот этими мостами, что здесь? А, вот чё. Хорошо, ну ладно. Если так говорят об этом они. Вот, тут таверна недалековато есть. Пойдем в таверну, поспим, сохранимся. И вечером сюда придем. Хотя больше мне нечего. Я тут главный, короче, шмаль. А вот ты где, да? Здорово, я хочу поспать. Так, поспать где-нибудь. Can I sleep here? I suppose I could find something. For how long? Just the one night? Sure. Let's see your coin first. These are harsh times. Заплатить. Торговаться за 2 гроша. Уже не для меня. Так, здесь спать, да? Ой, бля. До свидания. Я спать. Не спорю, что хорошо книгу читать здесь. Не-не-не, мне это не надо. Спать до вечера. Часа поспим. Игра сохранилась замечательно. Встаем. Что у нас по поводу питомца? Нормально все.
И да. Так, съесть. Хватит. Погнали. Yeah. Ну что, господа, ждем часик один. Потом что из этого часика выйдет. Я вот до сих пор не понимаю, в играх вечер, а вечер у них поздний вечер и вообще вечер. Фиг поймешь, какое бывает временами. Время. Ну что, ждем еще часик. Ну и что мне тут делать? Может, мне надо наверх залезть? Нет. Ой, я упал. Так. Журнал. Ну и чё? Встреча после после заката? Ну давай еще часик подождем, фиг с вами. После заката. А я думаю, на закате. Во, интересно. И меня за камень кинут, да? Вот падло-то, а. А, еще вверх.
Я эту лестницу не увидел, темно. Для меня слишком темно, и ничего не вижу вообще, нифига. А нафига это он делал, я не понимаю, а? Налетел меня. I'll tell you everything. Who are you? I'm just a worker here. He told me that if I take care of you, then he'll forgive my debts. I didn't want to, but he forced me to do it. Who sent you? It was the master builder's helper. Young Smola. What? He was supposed to be here as well. He isn't. He went to the mill nearby when he found out Leshak was hiding out there. Fuck. What am I supposed to do with you? You tried to kill me. I was aiming to miss. On purpose. I wanted to scare you off and then say I missed. Don't kill me, please. Убирайся прочь. Бурен, ну он в долгах. Даже не знает, что тут, как тут поступить с ним. Ну его бы арестовать бы его. Тоже вариант. И убирайся прочь. Ладно, пускай бежит. But I don't want to see you here again. Thank you. Пускай бежит. Все, игра сохранилась. Мне сказали другое место, да? Надо фигачить. Догони зол и останови его. Блять, как тут, блять, догнать и остановить его? Ё-моё, блин, а. Погнали. Дай мне спуститься, блядь, а? Этого дружбана надо. Ну, я бы, на самом деле, может быть, еще арестовал его бы. А такая интересная сюжеточка, скажу честно вам. Маленькая сюжеточка. Сейчас бегу я. Так, сколько осталось спускаться еще? Еще один этаж, да, наверное? Блять, это ты, блин, меня пугаешь. Зато рукопашку прокачали, господа. Что, неплохо, что ли? Не пугай меня. Тут мельница. Так. По журналу. Разделы, не то. По журналам.
то. Так, мне нужно показать, это понятно. Золото утверждается, что Левиш прячется в мельнице у монастыря и собирается убить его. Мне нужно поторопиться, иначе я так и не узнаю, что происходит. Понятно. Я вообще ничего не вижу. Сложно. И ты убил его. What the hell are you doing? That's Leszek, isn't it? Yes, it's him. I found him. And now I'm taking him to the Sawbones. I'd say he's dead as a doornail. You killed him, didn't you? Not at all. Look, he's still breathing. Ай, сука. Take that! Сучка, блядь, а. Come here. Here. Блядь, тут честно. Fucking dog. Пиздец просто. Что за меч у него был? Нихуя его убил я. Так. Сбираем. Сбираем. О, штанишки стоят недешево. Перчатки тоже недешево стоят. Ох. Подожди. Журнал. Узнать, откуда влияние не так, расскажите паню, девушка об итоге расследования. Узнайте, откуда взялся некачественный камень. Я должен рассказать пану так. Понятно все. И что мне понять тело его? О. Они уже им не пригодятся. Так, доспехи. Давайте посмотрим, что. Шапку по-любому не одену я. Вот это вот похуже наших, да? Значит, это можно... Это можно на лошадь положить. Я что-то положил на лошадь, не знаю. О, туфли как. Хуже моих, понятное дело. Там такие же сапоги были же. Это все можно продать. А, и оружие. Вот оно, оружие. Хуже моего. Это может за то, что... Этот меч верный друг, да? Или вот этот, да? Ему надо минимум ловкости 8, а у меня ловкости 8 нету. Прекрасно можете увидеть мои характеристики. Ловкость 7. Почти.
Все, до свидания. Подожди. Я открываю, чтобы прокачаться. Воровать я особо не хочу. Шкура кабана. Она мне прям нужна. Подожди. Давай тоже возьмем. Так, я смогу в лошадь перенести все это? Да. Ой, я про книги забыл. Все. Замечательно. Все, уходим отсюда нафиг. Не успел это все сделать. Так, ну мне надо дойти. Отдать амулетики и все остальное. Потом после этого я... Ладно, фиг с вами. Так, по карте. Здесь понятно пока все. Вот что. Ну ладно. Дойти, я думаю, смогу, да? Ну, давайте попробуем дойти. Потом надо как-нибудь сюда сходить. Только чуть позже. Погнали. Надеюсь, мне никто не помешает. А что, по воде, что ли, прошелся здесь? Да что-то еще есть. Нормально, никто не помешал. Предлагаю поспать до утра. Только секундочку, я микрофон выключу. Вот я здесь. Погнали.
До каменщика добежим, чё, а потом сюда будем разбираться. Yeah. Так. Я так понимаю, мне сюда надо. Тебе, да, мне обращаться надо? Давай Jesus узнаем Christ be что-нибудь. praised. Так. Here's the cursed stone that caused so much damage. It's old and weathered. But this isn't my stone. What? Well, this stone isn't from my quarry. See the grain? That's not from the weathering. The stone is from somewhere else. Sir Divish mentioned you've been having one or two problems. Well, he's not wrong. Thanks to these rumours going around, my stone blocks are just sitting here. Or lying. What happened with the stone? A piece broke off one and fell on someone, and they blame it on the quality of the stone. Ha! I bet they were too drunk to see straight. And isn't it possible that... It's not. I sent them the best stone. It will be a sin to cut corners to try and make money from the house of God. I'm sorry you have so many worries. I hope it all ends well. It'll end, one way or the other. It reeks of profiteering and politics. Farewell. Короче, понятно, ничего мне ничего не дал. Я так и думал, что ничего не даст. Погнали. Сейчас поговорим. Отдадим все, поговорим. Можно будет сразу к нему отдавать, потому что я уже тут череп нашел, все остальное нашел, что нужно. И меня хотели убить черепом. Даже чё? А где тут еще красное задание было? Она мне это говорить. Ладно, фиг с ними. Опачка, я тебя прям ищу тебя. I've got good news, sir. The source of the problem was inside the monastery. There was nothing more to it. And the construction? We'll continue. The master builder's helper was to blame for everything. With him out of the way, the work will run smoothly again. That's good. You've accomplished your task admirably, Henry. And I should reward you for it. Thank you, Sir Divish. May the Lord watch over you. Все, это готово задание. Это мне нафиг не надо, происхождение и все остальное. Так, где она может быть, а? Здесь ты? Ты здесь? Я могу зайти в комнату твою? Вот ты где. Наконец-то я нашел тебя. The Lord be praised. What's on your mind? I brought the roan, my lady. That's wonderful. There weren't any problems with it, I hope. Be careful. That horse is a wild one. He won't endure a rider. He kept throwing me.
Well, that won't do. Sophie can't have some wild horse at her wedding starting a stampede. But I've learnt a trick. If you sing to him, he calms down. You sang to a horse? It's quite true, I'm afraid. I sang to a horse. Well, then you'll have to sing something to me, too. My lady, I don't know if I... So I know how to calm down that roan. Go ahead, sing. Two horses come roaming in the merry month of May, to graze in the shade of the apple tree there. The first one is brown and the second is grey. Which shall I ride to, my maiden so fair? Oh, how beautiful. I'm not surprised the horse calmed down after hearing such a lovely voice. Anyway, I'll think about what to do with the roan. But thank you, Henry. I brought you the crown from the master engraver. Henry, you are a gem. Look at that Moldavite. Isn't it wonderful? Sophie will look like an angel. So what's next? I brought the wine. Wonderful, wonderful. No wedding is complete without good wine. Find somewhere here to put it down. I'll send for a servant to bring it later. I hope you had no problems acquiring it. Let's just say that when I got to the merchant, my task had only just begun. But you were able to handle it. Thank you so much, Henry. What can I do for you, my lady? Nothing. You've done enough. And now I'd like to reward you. That's not necessary, my lady. You taking the time to see me is reward enough. Come now, Henry. No need for such modesty. I appreciate everything you've done for me, as well as your company. And there's something I'd like to give you. This shirt was my father's. He was built very much like you. Broad shoulders, strong chest. It should fit you just right. But I can't accept this. It's too valuable. It's too valuable to be left to the mercy of moths. It doesn't fit my husband well, and I've no one else to give it to. What's more, if you were to leave us again, I'd like you to have something to remember me by, so you don't forget me. I could never forget you, my lady. Well then, won't you try it on at least? What, right now? Why not? Don't worry, I won't look. I'll turn my back. And what if your husband comes in? He won't. Neither will anyone else. All right, then. God be with you. I feel truly blessed to have you here. So long I yearned for young company. I really feel God heard my prayers and sent you to me. Ready? Штаны какие-то странные. Handsome, as fine as any gentleman. When I was a little girl, there were always lots of other children around and young men and women of the court. It was so merry. I always hoped it would be like that when I was grown up too. But it was not God's plan. You and Sir Divish had no children? No. No, alas, we were not blessed. Twice I was with child, but they did not live. And now I fear there's no hope for me. My lady. Ёб твою мать, бля, я так и думал. Forgive me, my lady. I shouldn't have. I don't mind. Вот это, блядь, у него развлечение. Я так и думал, это самое первое начало игры, понятно было.
Сытости мало. Похабать что-то надо. Больше волнует. Казанова. О, достижение. Живучесть прибавить. Казанова. Все просто супер. Так, опа-на. Это навсегда будет или какое-то время? Альфа-самец, ёб твою мать. Обаяние. Так. Живучесть у меня появилась, да? Но пока ничего, тут только 10 уровень. Ну, нормально, пока нормально. Все, задание здесь я выполнил. Так, секундочку, еще могу посмотреть. Сумка для задания. Вино я отдал, да? Камень убийцы теперь у меня просто тупо есть, да? Я там нету, не дадут взломать. Секундочку. Сложно. Нет, это я не буду ничего делать. А, у меня же есть трудности перевода. Журнал. Прошлые занятия. Занятия другие. Это чуть позже выполним. Шкура. А это кому надо? Тебе, да? О, можно шкуру сделать. В руины пока не пойду я. Можно шкуру сделать, да? Так. Это чуть позже сделаю. Так, это что? Понятно. Святая мощь. Это тоже понятно. Понятно. Секрет стали. Это непонятно. Трудность перевода. Вот. Туда сходить надо. Ну окей. Пока все. Пока все. Что хотел я еще? Шкурку. Шкурку тут отдать и все. И пойдем на главный сюжет, а трудности перевода чуть позже. Простите. Так. Простите, снова, блин, ё-моё, расчихался я. Так, здесь, да, недалеко. У меня 3 шкуры кабана есть на лошади. Сюда. Мой верный скакун. Погнали. Все-таки некоторые задания выполняю нормально. Просто замечательно все. Так, секундочку, куда нам надо? Через речку надо. Спешится. Так. Питомцы. Чё, песик? Песик нормально пока. Снаряжением сумка. Мне нужна шкура кабана. Что они так стоят? Без понятия. Здорово, я шкуру кабана принес себе. I've got those hides you wanted. Now that's what I call quality. That'll do me just fine. Here, you've earned a bit of coin.
Couldn't you use some hides? Aye, I've got an order from the monastery for hare hides. They make belts from them to ease backache. I shouldn't wonder if the old abbot wears one himself. God be with you. Тебе нужны шкуры зайца. Шкуры зайца. Ой. Ладно. Так. Погнали, значит, сюда. Надеюсь, нас никто не нападет. Ну, половцы сегодня меня удивили просто. Откуда они тут взялись, без понятия. Узнайте, где живет хромой разбойник. Понятно? Я попробую узнать. Здорово. God be with you. Так. I'm looking for a fellow who lives here, but I don't know his name. Do you know anyone with a limp? What would you want with him? Well, it's no skin off my nose. The bastard has a cottage on the edge of the village by the road to Ratai. Понятно, спасибо. Is there anything suspicious going on in these parts? Nothing out of the ordinary, praise God. Ну и слава богу. Так, хорошо. Так, поспать где-нибудь. Have you got a bed for the night? Давайте сохраним сегодня на всякий случай. For how long? Блин, я и так и не ел нифига, да? А ну ночь мне, пожалуйста. All right. Money up front, though. Да без проблем. Заплатил. Here you are. You all like it here. Like sleeping on a cloud it is. Спасибо. Take care now. Так, а где я спать могу? А, я уже здесь был, точняк. А только сохраниться. На часик поспать. Блин, не так сделал. Ну ладно, фиг с тобой. Как всегда, надо у таверщика спрашивать, где, куда и что. Там в любом случае, это любой игре, большинство все таверны с луков распространяются. Все, игра сохранилась замечательно. Пойдем дальше гулять. Как мне похапать надо, да, я так понимаю? Я голодный. Так, секундочку. И окей. Я гору разламываю, чтобы прокачать безлом. Готово. Так. Доспехи. А я ничего не брал, что ли, получается? А, шкуру кабана. Все, замечательно. Еда у меня же есть, ёб твою мать. Есть. Да-да-да, мясо надо. Зайца пойти охотиться. Можно я пройду? Так, а где тут еда какая-нибудь есть здесь? Оп, здорово. Бухаешь, блин. Так, задание основное. Сюда мне надо, понятно.
сюда. Ёб твою мать. А чё так много народа здесь? Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. If that's what you call nothing to see, I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanush's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say he had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh. Or all that's left of him. Ёб твою мать. Sacre. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. Ёб твою, это пиздец. Вот это да, блин, как раскомсали его. Как так вообще можно было делать? Who was Limpy Lubosh? A poor crofter and a scoundrel. Can't say I'm too surprised what happened to him. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you. How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. When did you find the body? And did anyone see anything? Just now, and nobody saw or heard anything. I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. The parish priest here in Ujitz, he's a peculiar sort of cleric. I noticed he's quite handy with a sword. He is indeed. He's as hard as nails. More than once he's intervened in a brawl in the tavern and sat everyone on their asses.
He's not to be taken lightly. I doubt he acquired those skills at the seminary. You know how it goes. The nobles send their youngest sons to study for the priesthood, and our parish priest has blue blood in him. He probably learned to fight at home before he went to university. That's how it goes with those aristocrats. But I heard something happened and he was roving the world for a while. I don't know what he got up to, though. Another thing about Lubosh. Все, здесь все спроси. Ну, понятное дело, все. Так, и что мне надо делать? Так, по заданию. Это мне по всей еще, да? Понятное дело. Я могу сюда еще раз зайти? Lord above, they did a hell of a job on him. Must have been agony. How come no one heard anything? A bed. Я воровать, ну, я ничего не собираю, мне нахуй ничего не надо. А вот это взломаю. А взломаю, потому что хочу прокачать себе взлом. Что там было? Баню что-то брать у него. Тут что у нас? Здесь он ел. Блин, зря наелся я, наверное. Не наелся я. А где можно спать-то? Спать, ничего себе. Понятно. Ты что-нибудь знаешь? God be with you. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know anything about it, but ask all you want. That man Lubosh who was murdered, what was he like? I didn't really know him. He kept to himself, even in the tavern. Have you noticed anything suspicious recently? Come to think of it, he was in church yesterday. He was even talking to the priest and went to confession. I was wondering what he was up to take to the faith all of a sudden. But I suppose no sin's too dark for God's mercy. Понятно. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? I was coming from the tavern very late that night, and I caught a glimpse of someone entering the village. He looked like he was in a hurry. It was only a shadow against the sky, but after what happened, I wouldn't wonder. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? Not with anyone from the village. He used to sit in the tavern next to us sometimes, but he never said much. Понятно все. Замечательно. Thank you. May the Lord watch over you. Так, мне нужен священник. Можно опять кого-то поспрашивать, и можно священника спросить. You'd think it was a cathedral he was building, always adding. А крестьян, можно что-нибудь спросить по поводу всей ситуации? I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Of course. Ask away. That man Lubosh who was murdered, what was he like? He was a drunk who was always looking for a fight. Nobody liked him much. But I wouldn't wish an end like that on any man. Have you noticed anything suspicious recently? Well, now I think of it, I hadn't seen him around for a while. No idea where he was skulking. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? Not a clue. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends?
He was a loner. He didn't even have any mates in the tavern. Понятно, мне священник все-таки надо искать, да. Take care now. Нихуя себе. А ты что расскажешь? Блин, вы что все грязные такие? Were you assaulted? Damn bandits. May they burn in hell. I've come in the name of Sir Hanish of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know how I can help you, but ask if you must. Who was this Lubosh who was murdered? You could see at first glance he was no good. I kept well out of his way. Понятно. Дальше. Have you noticed anything suspicious recently? There wasn't sight or sound of him for a long time, and then yesterday he turned up at the church and even talked to the parish priest. I never saw him do that before. Probably had a bad conscience. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? I don't think he was home. I didn't see him all day. Хорошо, дальше продолжаем. Так, с кем-то Do you know who видели? Lubosh used to spend time with? Kin or friends? As far as I know, he had nobody at all in this world. Понятно. That's all. Thank you. Goodbye. Ну что, пойдем к священнику, значит, сходим, спросим его. Мы уже с ним встречались, мы провалили ему задание. Ну ничего страшного. Вот он, священник. Здорово снова. Давно тебя не видел. The blessings of our good Lord be with you, Father. I'm here in the name of Sir Hanish of Lipa, investigating the massacre at Neuhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubosh? What was he like? Bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child, all sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubosh don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubosh was doing on the day Neuhof was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I can't. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son, and one of those is the sanctity of the confessional. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances, and this is one of them. Так, разговором я не смогу ничего сделать. Сердцем тоже. Только силой. I've got no time for this. You might be happy to put people's lives at risk, but I refuse to, and I'll get that confession out of you by force if I have to. You're threatening me. You want to fight me? Well, I never. Well, why not? Let's have at it. Даже не знаю, что с ним сделать-то. Блин. Oh, I'm sorry. I don't think it's a very good idea. I got a bit carried away, Father. I understand how keen you are. I'd truly like to help, but that really isn't the way. Let's start again and try another approach, eh?
Father, Lubosh was my only lead to the Neuhof raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. I'll tell you what. Give me some time and I'll try to think up some way of helping you. Suppose we talk it over in the evening, in the tavern, over a cup of good wine. Maybe we'll come up with something. All right. Thank you, Father. Farewell. Так, встретиться священник вечером в корчме. Окей. Все, поспим. Отдохнем. Так. Секунду. Ой, я могу поиграть, а? Давай поиграем, а? I feel a lucky throw coming my way. How about you? Так, приложить. Давай на 35, а? Your fame precedes you, but you won't get the better of me. Так. Это ничего не дает, да? Раз, два, три. 4 нету. Так, отложить не надо, пропустить, покинуть игру. А во, можно отложить. Четверки нету. If I was in your shoes, I'd pass while the going's good. Вообще замечательно. Ну, он все покруче будет, чем я. О, у него какой-то кубик есть. Неудача, ё-моё, как это так? Окей, так, есть пятерка, пятерка. Хорошо. I'll have a beer. This'll be the one. Your turn. Так, что у меня попалось? Так, вот так и все. А, я не так сделал. Бля, ну ладно, извините. Нифига себе, он уже обогнал меня. Точнее, догнал меня. Так. Так, пятерка, четверка, тройка, двойка. Нет, ничего не подходит. А может, повезет и нет, а? Нельзя отложить. Ну, понятное дело. Давайте только пятерку откладываем. Так, это вижу. Not afraid of anything, eh? Повезло. Больше меня уже. Так, что у меня дальше? Вообще ничего нету. No matter. It wouldn't have helped much anyway.
Поздравляю тебя. Наверное, скорее всего, победил меня. О, тут вообще делать нечего мне. 2 раза больше у меня. Так, окей. Так, у меня неудача замечательная, шансы чутка небольшие. Так, ну тут только однерку можно взять. И все, больше ничего нет у нас. Здесь, во. Ну, чутка потихонечку догоняем, но он далеко от меня еще. У него кость еще странная. We'll see. This'll be the one. Finished. Так, 800 очков у нас разница. Нет тут ничего такого. Not afraid of anything, eh? Да, заработали вам кучу. Ой, это что за кость такая у него? Я что-то не замечал ее раньше. Это что хотел-то? Интересно, тут прокачка идет какая-нибудь, что я играю на костях. Так, есть вот это вот. Даем, забираем. Мы очень близки к нему. That's it. Простите. Money, money, money. Ты отобрал. О, сейчас дождь идет, и замечательно то, что... Он больше сделал, чем надо было сделать. Там надо 4000 набирать, значит 4000 набирать. Так, ну что, давайте поспим. Значит, мы поспим. До вечера. Да, спускаться здесь так неудобно. Это лестница. Ну чё, здорово. I'm sorry I can't tell you everything. But maybe we can work something out. But first I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? I'm from Skalitz. Oh, I'm sorry.
What about your kin? They're dead. Oh, I'm sorry to hear that. Here, we'll drink to them. It must have been terrible. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl, even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovna. Folk who tried to take refuge there, but they... My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujit, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. One beer for me. We'll have to drink to that. Now the most important thing. What actually happened at Neuhof? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumours aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarrelled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. I noticed you're pretty handy with a sword. I wouldn't expect that of a man of the cloth. You know what they say. The Lord moves in mysterious ways. But this is a bit more mysterious than others. Let's just say I haven't always been a priest. Fate led me to places where affairs were settled by force. These days, of course, it's just a bit of exercise to keep me in shape. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujits isn't Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. A tongue lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it?
The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the Church is drowning has turned to poison, and nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth, and they shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive furs, while Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Amen. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman and then criticises the Pope for debauchery? No, I don't. What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man. A little overzealous for my taste. If he got out of Prague and came here for a look, I'm sure he'd stop condemning drinking and lying with women. Where can I find out more about his teachings? You like it? I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them at my presbytery. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. And they're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe. Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. Oh, it's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. О, пьянство у нас растет. Замечательно просто. Бухать будем до утра, да? Ха-ха-ха, очумей просто. Na kraj panu desej smutek, do dnie loi ráno utek, niech już małżeński majstrak, do wczera żył nesaje prak, už sej moji svatý muži, nechtěl bych bejbě jich muži, nám je to jedno a tak si dáme jedno a požadem si huby jako poslední den. Buďte se mámy, ano ráda stávy a tak vypal sudy a posaď se mi sem, tak posaď se sem a vypal je ven. Ukaž kozy jako vozy, zítra jen tu jsou nejdem, tak nalej mi hned, ať točíš se svět. Вот это забава у них. Enough of this! Bailiff! Come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest.
Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can ride is me. Enough! Men, throw them out. You looking for a fight? Henry, back me up. Пиздец, что же, драться что будем, что ли? Ёб твою мать. Грешник. Пьянство еще что-то прибавилось, я не понял. Ой, бля. А то, блин, колокола звонит, я не понимаю. Так, убивать никого нельзя убивать. Все, готово, что ли? А, понятное дело. Ёб твою мать. Бой без оружия замечательно. Репутация повышена замечательно. Ой, турнир-то. Как-нибудь надо сходить. Завтра... А, это понятно. Блядь, не туда пошел я. I'd love to. And Henry too, I'm sure. Right, Henry? Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? They can say what they like. What do I care? What do they do to me? Watch the step, my dears. Careful, you don't hurt yourself. Бля, пиздец. Что будет дальше, интересно, а? Here we are. Look at this beauty. Oh. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. Ёб твою мать, вся деревня будет в шоке. This is wonderful. Ёб твою мать, а. Ah, bloody oath. And now, my dears, comes the climax of the evening. Уже ночь. Так, а игра где сохранилась? Godwin, you old goat. Come here. Опять в трусах, блядь. Oh. Ёб твою мать. Mounted up. What do you say, Henry? Shall we take a little ride of our own? Ёб твою мать, начинается. Теперь по полю, блядь, как бараны бегаем. Ты где там, бля? Хорошо побегал я. Вот это утро, блядь, вот это ночка была. Well, I have to say that was a fine evening. Очуменный, блядь. Просто в шоке.
Я только скажи, где игра сохранится. Там дальше там еще больше путешествий будет у нас. Godwin, you beast! Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell. Where the... Oh, what the... Oh, who the hell are you? Oh, Henry. My great friend, Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, step on in my head. My guts. Oh, my poor suffering stomach. Oh, what was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Oh. Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but you can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look, from what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. Ай, блядь, вот когда так и заиграли, блин. Только если так, да? Well, all right. I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubosh. Christ almighty. Fine then. We have a deal. Wonderful. Let's get to it then. Ладно, погнали прямо сейчас. А я могу эту книгу почитать? А, да, могу книгу почитать. Только как у него эти книги стоят, я без понятия. Что у меня по состоянию вообще? Игрок? Ой, да, это пиздец. До пьяниц как прокачался, да? Потом как-нибудь прокачаю. Погнали, сделаем дело и будем заканчивать уже.
Репутация понизилась. Почему понизилась репутация? Это вообще жестокая репутация у меня будет или нет? Еще не понимаю. I thought he'd never show up. The swill pole. Look at him. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Just you wait. Look at him. Mother of God. Any minute now he'll throw up. I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ах, блин, мне же пьянство все Accepit хуже panem делало. in sanctas at venerabilis a manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Now I'm curious which one of them will puke first. Ну что, давайте посмотрим, на что мы способны. Так. -1. А вообще-то у меня все здесь хорошо. Так, 8, 6 плюс 1. Brothers and sisters, let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. That boy has a cheek. Just as we are commanded to obey the priests in matters of virtue, so are we commanded to defy them face to face if they live contrary to God's commandments. Hear that, Godwin? It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, humans, hunger, and chaos. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop. Just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver. They show no mercy. Their hearts are poisoned by covetousness. They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame, shame upon them. And what sins? They live with harlots and keep concubines, even though only marital intercourse for the purpose of procreation is pure. If someone takes a woman or man only to satisfy their own lust, who seduces them to do so but Satan? And how much darker the sin if that man is a servant of the church? Who can turn his face to God, who fornicates and then puts on priestly robes? Nothing we don't know about already. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about.
and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the pellets! Away with them! We're fortunate to have our good father Godwin. At least he's a fair and simple man. God sees what is happening on earth, and he is filled with righteous wrath that those who should seek the salvation of souls instead seek mammon and the idle comfort of lucrative posts. Blessed are the shepherds who share the poverty of their flock, who are as one with you and bear with you the burden of this earthly pilgrimage, who do not condemn your venial sins. Aye, all honor to Godwin. Let him drink like one of us. That is all I heard in Prague. Amen. Задание выполнено. Эй, дайте красноречие, года, если мы так хорошо поболтали, а? Так нам не дали ничего, да? Я так понимаю, народ доволен. The lad spoke well, considering what a soak he is. He's right, that was. The young man shouldn't drink so much, but the Lord's given him a I'm silver glad he tongue. came here. I don't suppose I'll ever get to Prague, and he told it nicely. Well, well, my boy, you have talent, and I can't deny it. And you pulled a thorn from my side. I almost didn't make it. Yeah, I noticed. I wasn't the only one. Oh, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin. So gluttony and fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubos tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Now, slow down. I'm sorry, but he didn't tell me that much. Don't let me down after all I've been through. For you... Well, now Lubos came to me shortly after it happened. His conscience was gnawing at him. And I must say, in the end, he turned out to be a better man than he looked. He said they'd been hired through some crony of theirs. And at first they were just to steal some horses. But then it all turned sour and people started getting killed. And neither he nor his cronies wanted anything to do with that. So they fell out from the gang and fled. Fell out? Yeah, there was a body found in the woods by Neuhof. That would explain something. Lubos kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it. So I know that Lubos killed the murderer and he's dead too. The trouble is, I need to find the ones who are still alive. I need names and places. Did he mention any of the others? Only nicknames. Talked about some fella called Riki from Ledechko, Pius, Timmy. Pius. That lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. And anyhow, with your skills, you ought to be able to sniff out this Riki from Ledechko, right? Well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall too. Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. You watch out for yourself. These people clearly mean business. And I'd like to raise a tankard with you again sometime. Yeah, I'll try. Although I'm not sure I'd survive another night of your debauchery. And if anyone should ask, you heard nothing from me. I'll deny everything. I don't doubt it. Ну вот, мы наконец-то пообщались, узнали еще одни зацепки. Это замечательно просто, на самом деле вам скажу. И мы дальше по сюжетке проходим. Но при этом, я думаю, скорее всего, этот стрим буду заканчивать. А вот то, что что дальше будет у нас, вот сохранение есть, замечательно. Так.
Ну, это мы знаем, мы тут будем искать. И все, да, больше ничего нет в данный момент у нас. Ну, кроме побочных. Вот трудность перевода надо. А вот мне как раз сюда и надо, да? Я так понимаю. Сюда. А, нет, не, подожди. Не-не-не, мне сюда надо. Вот ветчика. Турнир. Турнир. Я слишком далеко и не успею на турнир сходить. Я чуть позже, когда прокачаюсь. Я хотя бы качаюсь. Надо на охоту сходить, зайцев поймать. Пьянство. Так, вино опьяняет вас на 50% слабее. Пивной, привычка пить. Под влиянием алкоголя ваши руки трясутся на 25 меньше. И навык стрельбы из лука увеличен на 2. Но когда вы трезвые, руки трясутся на 25 сильнее. Вот чё, не, это не подойдет. Пиво опьяняет вас на 50%. Несочетание умения винной пьяница. Давай вот это прокачаю, винный пьяница. Секунд. А, блин, я прокачал, только-то это прокачал. Мне же надо это... Сохраниться. Ну ладно, значит я на этой ноте остановлюсь прямо здесь, да, получается. Там вот сохранение. По среду задание начинается. А там потом уже выберу опять что-нибудь. Ну, скорее всего, винная пьяница, и будем смотреть. На этой ноте остановимся. Увидимся в следующей серии других прохождений, других стримов. Всем до свидания, всем пока.